Эй, ну что, продолжим Divinity Original Sin. В прошлой серии я ходил по этому острову. Я думал, что я сейчас уже закончу этот акт, но решил прогуляться и нашел много чего интересного для себя здесь. На удивление. И я-то думал, что я уже встретил все, что тут можно. Вот, и сейчас... сейчас, наверное... Сейчас мы, наверное, пойдем уже заканчивать этот акт. Я думаю, что в течение часа мы справимся. Так, не рубин мы забираем. В общем-то, тут у нас все уже, наверное, все абсолютно, что надо. Мы нашли, прошли. Надеюсь на это. Все в таких лабиринтах, капец, на самом деле. Но, по-моему, мы нашли все, что нужно. Так, ладно, я тут еще хочу пройтись по пещере этой окончательно. Вот, и после этого мы, наверное, пойдем в зал, где находятся пробужденные. Склад, что тут есть? Все, обойдемся, осмотрим. Миска. Давай миску возьмем. Я хочу набрать предметов этих вечных древних. Что у меня есть некое мнение, что они нам пригодятся. Так, это обычная чашка. Чашка отравленного чая. Отравленный чай. Боже мой, это так по-российски. Особенно, если ты в оппозиции. Кстати, что мне скажет ворон? Have you my congratulations on becoming the singular God-woken to follow the ancient rituals? The spirit ruffles her feathers and stares deeply into your eyes. You feel a powerful energy flood through you, a powerful energy that stays with you. Happy are those who feast on the fallen. Видишь, еще не до конца квест тогда сдал. О, наконец-то нормальный амулет, да ладно, который мне дает и военное дело, и силу, и обменные убеждения. Наконец-то, счастье. Я столько ждал, когда мне дадут что-нибудь нормальное. Наконец-то я получил нормальное. Вот так вот. Еще и военное дело бустит и куча маг брони. Замечательно. Еще и сила. Куча веса можем носить. И еще и бустанули себе физудар с вот этого истощения. Нормально. Тарелка вечных, миска, возьмем. Не знаю, стоит ли активировать. У нас так много этих фазовых штук, что я на самом деле не особо... Что я даже особо не знаю, куда их девать в таком количестве. Тут, судя по всему, не получится, да, ничего не активировать?
О, тут можно было подняться. Ну ладно, пойдем. Так, это у нас на выход. На выход нам не надо. У этих мы научились всему, чему нам нужно было научиться. Там единственное, можно было восприятие, наверное, выучить в обмен только чему. Там даже если в обмен чему-то, не особо хочется обменивать что-то. Схема, кнопка. А отсюда-то мы можем запрыгнуть? Нет, видишь, тоже не можем. Там красный принц стоит. Полянта Терна. О. И тогда Астарта призвала Солнце и Луну и поставила их стеречь вход к ключу Вознесения, дабы лишь тот, кого коснулось благословения семерых, мог вступить по его священному залу. Ну ладно, пойдем тогда, что? Но я думаю, что пора заканчивать этот третий акт. Так, по весу у нас вроде все ок. Там, по-моему, у нас не будет возможности вернуться, если я не ошибаюсь. 27 тысяч XP еще. Это вот этот вот ключик, куда можно окунуться и... Почти конец пути. Да, почти конец. Godwoken. Are your studies complete? Да, я готов. All Godwoken have completed their studies. I take you now to the arena of the One. The wellspring awaits the victor. Так, Лоус, отдохни, восстанови свои хп до конца. There you may fall. Да, я понимаю. Так, давай сохранимся. Назовем сохранением арена. Офигеть, 60 часов не играли. Это без учета загрузок. Or you may rise. Конечно, ведь мы возвысимся. Куда мы еще So двигаемся? it begins. Итак, начинается. The first Godwoken to enter the wellspring of ascension becomes divine. Это вот ключ. May the new divine be worthy.
for the rest, may she have mercy on your soul. To the wellspring of ascension. Begin. So this is it. The arena of the one. I wish you good luck, but I won't promise you mercy. Слушай, Александр даже это... Он действительно какой-то более разумный стал. Назад я избранный, вознесусь только я. А, туда добежать нужно, да? Нельзя дать добежать. А ты толстый. А тебе, наверное, никто не даст, чувак. Вот оттуда добежать. Погоди-ка, давай посмотрим. Тут, смотри, зверь. Зверь слабенький. Тут красный принц. Тут Ифан. Сибила. Так, чувак, давай ты туда не побежишь. А они как? Они будут друг с другом воевать все? Каждый сам за себя? А погоди, нет. Давай сначала бахнемся. Чистотой разума. Сколько шанс крита? 84. Блин, если сейчас не будет крит удара, это будет очень тупо. Еще и позиция свыше. Какой урон будет? 3000. Охренеть. 3400 залетело. Not bad. Это хороший удар. Ладно, давай следующую плюшку пускаем. А ты же послабее. Это не пушечный выстрел. Так, давай попробуем убить его за один ход. Вот и все, Александр. Кончилась ваша история. Так, кто там дальше ходит? Сибила, да? Сибила, наверное, в инвиз будет уходить. Так, давай тогда всем броню снимем. Вот Ифану надо броню снять. Еще и отравили. И снимем броню зверя. Чтобы в следующий ход Фейн нападал на них. Так, Сибила, ты кого будет бить? Нас? А, слушай, а может быть они все под этим? Под королем? Что-то я не подумал об этом. Они же реально могут быть под королем всем. А, зверь избегает смерти. Ну что, принц? Сам спустишься или подождать? Не, давай делать тебя сами подождем. Точнее, подождем тебя. Сами говорю. Хотя, да, все верно же сказал. Сами подождем ведь его. Погоди, а там кто там еще есть? Кто там такой? А, вечный страж еще тут. Так, давай сонными руками ее.
Остался последний красный принц. В роли танка. Ну так. А, у него же каменная броня. Точно. Да ладно, я тебя ж подожду, че. Иди сюда сам. Спускайся. Сейчас тебе Фейн покажет. Парочку тычек в спину, да? Та-та-та-та-та. Пиу. Пиу. Не хочу давать ему ходить, поэтому сделаем так. Вот, видишь, этот скилл срабатывает, когда кто-то двигается около меня. Это круто очень. Оппортунизм. Все? Наши оппоненты кончились. О, можно залутать эти. Прикольно. Саркофаги. Жалко, что этих нельзя залутать. Наших бывших союзников. А, видишь, нельзя на госпожу вместе ставить. Так же, как и быстрого перемещения у нас нету. О чем я и говорил. Пролитый исток. Нам он нужен. Что, теперь с вами? Почему с вами? Ну хотя давай. Там Лоуса должна раньше, по идее, должна была бы ходить. По идее. О, там дух Александра, кстати, остался. А пушечный тоже не дотягивается, да? Все в радиусе рейнджа, смотри. Очень жаль. Ладно. Позицию, правда, я так себе занял. Я просто хочу еще с Александром поболтать. Бей Фейна. Что ты задумал? Ну такое. Я думаю, побольнее будет. Так, у Лоуса 2 хода, поэтому она тебя тупо еще расстреляет, чувак. У тебя нет шансов. О, артефакты вечных. Зато можно лутать вечных стражей. Епископ Александра.
Ловкость, искусство убийства. Ну, жалко, что убеждение не дает. Да и ровно нету. Что скажешь, кстати, Александр? So close. But divinity will never be mine now. Do what you must, Godwoken. Поглотить его исток? Нет, давай не будем его исток поглощать. Все-таки он это исправился, и, возможно, мы его дух еще когда-нибудь встретим. Если только он не предаст все и не станет служить королю. Что в теории может произойти, на самом деле. Мне было бы интересно его снова встретить уже в обличении жития. Если честно. Все, больше ничего нету? Посмотрю, внизу исток есть. А, тут к нему не добраться. Зацени, сколько истоков внизу. Капец. Тут да? Ну чё, станем божеством новым? Оу! So good of you to come, Godwoken. You know, you are many things, but above all, you are reliable. Reliable to the point of being predictable. You came to the wellspring. I followed. The Lady Vengeance is, after all, my ship. And now here we all are. It is time, mistress. She gives you a long and steady look, as if it is the last time you shall see each other for the rest of eternity. Then she dips her chin in acknowledgement. You are almost her equal. Yes, Breedeman. It is time. Вридеман, да? Это тот самый, который постоянно капал на мозги всем, кто попадал под влияние. Просто есть ощущение, что вот этот чувак управляет кувалдой. She raises the Aetherin. Like a divining rod to water, it seeks the wellspring and finds it. The device hums to life. Воу. We are done, mistress. Это у нее терн в руках. Выглядит прикольно. Yes, Breedeman, we are done. And so too, Godwoken, are you. Soon you shall be little more than relics of a bygone time, and this place shall be your tomb. Goodbye. Goodbye. Доброе утро, с пробуждением снова, да? Так, что нам, пора уходить, да, отсюда? Really? Do you think so? If I didn't know our shield had everything under control, I'd think we were in big trouble. Смотри, епископа Александра скинули туда. А я к нему, кстати, уж туда, наверное, не спрыгнул. Да, все. Но вытянуть, кстати, дух могу из него. Но не буду этого делать. Блин, он увидит, как его тело будет расщеплено лаве. Эх, и призраку, наверное, никто его даже не найдет никогда. И призрак будет находиться там вечно, пока не произойдет что-то с ним, да? Такая себе участь. The ritual has failed. The structure lies in ruins, but you have at least survived. You should feel relief, disappointment, confusion, anything but the rage that wells up from deep within you. The rage grows, burning hotter than the volcano itself, tearing at you, seeking to overpower your senses. The red mist wants to descend. The red mist feels like it does not belong to you. The red mist feels alive.
And it wants you. A familiar figure materializes before you. A copy of yourself, enraged. Your own face glowers at you in hateful fury. It opens its mouth. And your furious god begins to speak. You are the worst mistake I have ever made. I gave you everything, and yet you would renounce me. I want it all back. All of my power. Everything I gave you. And I want it now, before it's too late, before the others come to take what's mine. Give yourself to me now, child. Give yourself to Amadia, body and soul. Серьезно? Воплощение Ралика. Воплощение Амадия. Здесь какая все-таки тварь Амадия? Я скажу, что она ничего не просила. Че ее? Она действительно тварь. Одна из 7 богов, которые наделали делов не очень хороших. I found you. I fed you. I gave you hope in the darkness, and then I led you into the light. Но ты жива тоже благодаря нам сейчас. But if you refuse to obey me, I will take it all back. Она чистая копия меня. Она может быть и чистая копия меня, но при этом она очень юзлесные скиллы использует. Воплощение Ралика, да? А, Ралик это у Лоуса. Ладно, нельзя ему дать сходить. Greet the Reaper for me. 55 тысяч XP. Неплохо, слушай. А кто там еще? А, это извержение лавы здесь будет появляться, да? Окей. Как бы так ударить хорошо. Если прокатит... Прокатило. Ладно, пойдет. Воу! I am the last. I am the one. You are nothing. Это как? Так, я не хочу давать ему ход никакой. Поэтому искажение времени сделаем. Но я его не убью в спину. Только если я пересадку кожи сделал, надо тратить... Да я вот так забью, в принципе, автоатаками. Но пересадкой кожи гарантированно бы убил его с помощью вот этих штук. Давай посмотрим, с какой урона. А хотя нет, там кровотечение. Ладно, побьем так пока что. У нас в целом достаточно урона. Вот так вот. Еще истощение наложилось. И так. 125 тысяч XP. Неплохо, слушай. О. The Titan lies in pieces before you. The god controlling it is dead by your hand. Lava roils as earthquakes rumble around you. Shockwaves of sound pierce the air, the growl of shifting ground. Suddenly, a voice echoes in your mind. It's Malady. Where the hell are you, she calls. Ah, find my beacon. We need to get out of here now. Her voice crackles and dissipates in your mind.
Сфера истока, сверхпроводник. А, блин, очков не хватает. А почему? А, боже, они так сделали эту механику, что якобы падение метеоритов и лавы это в боевой механике. Выглядит очень странно, если честно. Прям максимально странно. Давай отложу ход, мне надо ход фейном. Куда нам сюда? Вот это маяк, да? А, вот маяк. Маячок. Тут еще есть что-нибудь? По-моему, больше ничего не осталось. Сейчас сбегаем к черту отсюда. Бежим! Лауса, бежим! I guess when I said never again, I really meant once or twice more. Okay. Okay. The Hall of Echoes once more. Our home away from home. Close indeed. You almost became a god, and instead you're still... you. At least you managed to murder one of the 7. Quite the spectacle. I've never seen anything so... Let's talk about this later. I need to rest. We've still one big jump to go, but... Погоди, я обманщик, что ли, убил? She casts her gaze around, taking in the streaming bluish ether. She breathes a deep, ragged breath. At least it's quite beautiful here, isn't it? I'm going to take a rest, sort myself out. I suggest you do the same. Speak to the ship if you need me. She'll know where to find me. This may be your last bit of respite before the storm blows in again, Godwoken. Enjoy it. You deserve that much. It's okay. We're okay. He runs his paws over the cat's skeleton with long, methodical strokes. Sometimes his fingers curl, as if he's forgotten that Quercus's fur is long gone. Shh, don't cry. We got out. We made it. We're safe. They can't get us here. The Knights will never hurt us again, Quercus. I promise. Quercus, after all the shield has done, do you think it's time? Yes. Yes, I think so too. The story belongs to us both, and by now the shield deserves to know the truth. The squirrel looks up and meets your eyes for the first time. Small, shining beads take you in. We have traveled some time together, Shield. There were times when I very nearly lost heart. My research, so much of it has led to naught.
At times, I fear I am no closer to stopping the acorn than when I started. But you have been relentless. When I felt I might falter, you sallied forward. You and Quercus have given me strength when mine waned. You deserve to know the truth. The reason I know so much about the Knights of Dre, the reason I'm the one who needs to stop them. I was one of their order once. I was an acolyte of the Great Acorn. I saw dwarves tear down my forest, turning my home into weapons of war. I saw humans launching great orbs of fire into the homes of my friends. I saw lizards shackling the citizens of the land with harnesses and whips. The Great Acorn would stop you all for good. At least, that's what I thought then. I believed in the cause of the Great Acorn. I believed the Knights of Dre were righteous in their quest. But they proved themselves zealots. He runs his paws along Quercus's bony head and scritches the space behind his ear. Quercus rattles a dry, contented purr. Quercus was once a beautiful, burnished orange, long of hair, green of eye, so soft of tread he could stalk through a thicket of dry thorns without disturbing us. That was before the Knights of Dre decided they executed him. Squirrels alone shall reap the Great Acorn's blessings, they said. It's unnatural to associate with other species, they said. So, they killed him. My friend. It was then I knew that they'd gone too far. It took every last bit of magic I had gathered to bring him back. Then we ran. I just wanted to find a safe den where we could hide together, but... The squirrel sits quietly for a moment, running his hand down the cat's spine. But Quercus said we could do more. He said we should push on. The cat leans into your palm, rubbing against you, and only a quick act of acrobatics stops Solora from being knocked off. The squirrel throws his hands up in indignity, but you can see a quiet smile spreading up. What a bevy of misfits we are! Though I suppose it is best to fit badly in a world gone mad. Fear not, Shield. I will discover how to stop the Great Acorn. I will protect the creatures of this land, all of them, from the Knights. With Quercus at my side, with you at my side, I know I will not fail. Окей. Джон, что скажешь? The day was lost, and no one won. Divinity is still up for grabs. Naught but the demon I'm hunting. A trivial task, really, compared to your current pursuits of divinity. Так, а где же предметы 18 уровня? А, ну вот, ну это одноручная. А, ну Джан ничего суперумного не хочет сказать. Ну-ка. Дух Ифана? Ифан, ты здесь? Серьезно? Ifan's spirit stares at you, seemingly through you. There is neither affection nor blame in his expression. He gives no sign of seeing you. Ifan's eyes flicker rapidly from side to side, as if trying to take in an expansive sight. He whispers, Gleku Duma, over and over, and suddenly you seem to hear the chattering of thousands of elven voices in the distance. Then, before your eyes, his spirit dissolves into the sound, his own voice joining the cacophony that you can hear.
that you could hear. For now, no sound remains. Or... Секундочку. Стал чувствовать какой-то очень странный запах в помещении. Едкий. Интересно, это с улицы или это откуда? Сейчас, секундочку, паузу. Нет, паузу ставить не буду. Посмотрите пока статы. Какой-то непонятный химическо-сладкий запах. Я такого особо не чувствовал никогда. Не знаю, что это может быть. Так, что вы скажете? I thought you'd forgotten about me, darling. How goes your little endeavor? Almira gives you a devilish grin and traces her finger along your forearm. I had a feeling you'd be one to watch, my dear. I'm glad to hear my faith wasn't misplaced. Ну, что-то как-то устаревшее продается. All this commotion hasn't made it any easier for me to restore anathema. The fewer distractions, my efforts continue. I must admit it's quite an intricate piece to work with, even myself. I remain confident of success, though. Вау, вот это, кстати, интересная штука. 2 ловкость, военное действие, тело военное. О боже, это очень крутая штука. Два сила, искусство убийства. Была бы ловкость вместо сила. Шмотки определенно пошли интересные уже. А есть какой-нибудь классный лук? Где-нибудь так 18 уровня. С каким-нибудь нереальным шансом крит удара. Это? Эх. О, гвозди. Not many things I can fetch around here, but who cares, eh? Look at this place. Согласен, тут красиво. О, дух Сибила. Live, love, and liquidate. From death, let me be death. Пауза. О, тут зверь наверху он засел. People are going to perish. People are going to die, and I can't stop it. She'll do it now. She'll never stop. She'll never stop. After all that's just happened, life, or what passes for it, seems more precious to you than ever. You look around at those who have accompanied you so far. In each one, something unique shines through. Divinity has eluded you so far, but humanity beats strong within you, here, and who knows what lies ahead for you, for your companions. Your quest failed. The void is growing stronger, and the hall is dark. You feel the need for some affection. Perhaps they feel it too. Alone? Together? You and me? I love that. Lead the way, Chief.
Touching the hand of your companion, source sparks between you. The magic of this place sings, and arcane flesh wraps your bones. All of a sudden, you appear living. You feel things. For the first time in a long, long time, you sense with all 5 senses. As you move to go below decks, the live wood creaks and groans. The steps you thought you knew lead you to a part of the ship you've never seen before. A newly carved nook that smells of resin and wood chips. Touching the wall beneath your fingers, the live wood hums at your touch. You understand that the Lady Vengeance has carved this space for you in gratitude for your help. You enter and feel the presence of the ship recede, offering you the total privacy of a moment alone with your companion. The first moment you have been truly alone together. Давай сохранимся. Что-то мне просто интересно. Would you get a load of this place? She saunters around the room, inspecting it like she plans to move in. She tosses her head over her shoulder and calls out to you in an affected tone. I suppose it will do, darling. Her face cracks into a smile, then a laugh. So, what should we do? Wait, don't answer that. She digs into her pack, skipping over to you, and sits on the ground at your feet, then tugs your hand for you to sit on the ground too. She sets an empty bottle on the ground between you and looks at you impishly. Let's play a game. Don't worry, it's easy. It's called Spout's Choice. We each take a turn spinning this here bottle, and whoever the spout points to, well, I'll explain that part when we get there. You can go first. She takes your hand and places it on the bottle, on its side between you. Go on, spin. The bottle swishes in circles as it spins. Losa watches it intently as it lands, pointing directly at her. She smiles and blushes. Well, in this game, you're meant to plant one on whoever the bottle lands on. She flutters her eyelashes in exaggerated coquettishness, her blush deepening. She kisses you back, gently, more gently than you expected, then leans away, flushed with color. My. My turn. She spins the bottle, and it twirls and twirls, and comes to a rest, pointing into a no-man's land to the left of your knee. She doesn't lift her eyes from the bottle, but quickly corrects it to face you. She looks up then, drawing an arc with her eyes from the bottle's tip to your gaze. Her dark eyes are deeper, lusher than ever before. Hey, Chief. She crawls across the space between you and climbs into your lap, wrapping her legs around you. She melts into you and nuzzles her face into the crook of your neck. Her body is warm, warmer than it should be, her weight comforting and solid against you. She speaks into your neck, her lips brushing against your skin. Chief, look, I don't know what's going to happen from here on out. I don't know if we'll find Dallas. I don't know which one of us is going to, you know, all the stuff they say we'll do. I don't even know if I'm still going to be myself much longer. But I do know that I'm happier now than I've ever been in my life. You make me feel like I have a voice. Like I'm not just a host. Like I'm a real person. I need to tell you something. The thing is, well, you know, when two people get to know each other pretty well, it's just, Да, давай это скажем. Это очень мило. What? Suddenly, you feel the thud, thud, thud of her heart hammering against her chest and into yours. I love you too. I love you too. I love you too. One tear streams out of the corner of her eye as she breaks into a fit of laughter and throws herself forward, knocking you to the ground, her whole body wrapped around yours.
Oh, I've wanted you for so long. I've wanted you like this for so long. She grins and takes your chin softly in her hand, parting your lips. She comes close to your mouth, so close, then licks your lips, once, twice, and kisses you softly, soft as your first time, then harder, deeper, her tongue swirling around yours. Я надеюсь, в этот момент Фэй находится в облике кого-нибудь, там, эльфа или человека. Не скелетом это занимается, но будем считать, что он в облике находится. Ну ладно. She tugs at your clothes and growls in your ear. Get these off. She nips and kisses newly exposed flesh all over your body, running her mouth from your neck to your belly button, down to your shins, up to your thighs. Oh, that is one beautiful man. She sits up on her knees, still straddling your hips, and shimmies out of every last article of clothing. Her body is smooth and soft, flesh dipping generously beneath your hands. You could take handful after handful of her and never have enough. Here I am, all of me, and I want all of you. She moves her body slowly, slowly, slowly over yours, until you are one person, the surprise of it, the perfection of it making you both gasp. She moves in small circles, your bodies joined like they were made for each other, like they were never meant to be apart. Oh, you're perfect. You're perfect. She covers your hands with hers, guides them to places that make her exhale sharply, her eyelids fluttering. She keeps a gentle pace, then begins moving faster, harder, sweat glistening on her collarbone. Like this? She keeps the pace, her eyes locked with yours, a half-drugged smile on her lips. This is it. This is my cure. You're my cure. You are one in the night, one great beautiful being, your bodies aching with desire where they touch, your mind ablaze, your souls entwined, growing great, greater, greater, greater. How could I have gone this long without you? In this infinite moment, it feels you'll never be apart again. Какое-то новое место на корабле. Losa yawns and stretches, arching her whole body like a cat. She folds into you, her head on your chest, arm draped around your body. I'm gonna love you for the rest of my life, you know. However long that is. Even if I have morning breath. Even if a demon eats my whole brain. Even if I hog all the blankets in the night and I'm not even sorry. She holds you tighter and kisses your chest, where your heart is. So, I guess we should get back out there. Save the realm, stop the void, blah blah blah. She runs a finger up your torso, making you jump. We get out of this thing alive, there'll be plenty more where that came from. She plants a quick kiss on your lips and a bite on your neck. Let's get out of here, Chief. Hey, Chief. You ready to get out of here? Malady said something about the ship's figurehead, didn't she? Hey now,
Let's keep it professional and everything. We're still God-woken on a mission, aren't we? Though, after experiencing that thing you did with your tongue, I guess I know who the real god among mortals is. Окей, так, ладно, что у нас там? Пойдем к кораблю, да? А, вон тут еще красный принц. Что скажешь? I will not fade. The sun shall find me. She will set her loved one free. Ой. Gareth. Gareth's head is steady, but his face is pale and his eyes are lost. We still have a mission, Godwoken. You must ascend. I will see it through. Ну что, коснемся носа корабля? Yes, I am sorry. She had me built to her exact designs. Not even I know all the ways in which she can control me. But I will see myself destroyed rather than be forced to betray you again. I swear. It shall be done. Melody's face is drawn. She seems tired, somewhat subdued. She looks you over and squints. What's wrong with you? You seem happy. Well. And does the object of your affection feel the same about you? A smirk curls across her face. Good for you, darling. We could all use a little good news about now, couldn't we? What comes next will be... well, it'll be up to you how it will be. I've had some time to think, and there's a few matters I want to discuss before we carry on. I doubt you've forgotten the death of MasterChiefRUS. She swallows hard and closes her eyes for a moment, as though trying to dispel a dizzy spell. She and I had a deal, you see. A deal that's now quite obviously defunct. According to its terms, I was to help you ascend to Divinity, and she was to help me with... the details aren't important now, it's just... never mind. Another entangling alliance. But I won't be able to disentangle it on my own. There may come a time when I need to count on you as an ally. Она тоже, получается, связана с заветом с королем. Просто об этом не хочет говорить. So, are we? Allies, that is. The details are detailed. Suffice it to say that MasterChiefRUS believed she could help me. And I believe you're twice the sorcerer she ever was. So? Imagine if I'd have said the same when Dallas was about to blow you to smithereens on the high seas. Moving on. I found out where Dallas is heading. There's a great city not far from Driftwood, Arx by name. It's controlled by Magisters, so you'll have your work cut out for you. We have to find out what she's planning to do with the powers of the Seven. You'll need to find her and take back what she stole, and quickly, before she does something irreversible. Dallas, or any of the others for that matter, cannot be allowed to use the powers of the gods. She doesn't understand what must be done. She doesn't understand how to rule. It's quite simple, really. Chaos is a fact of life, surer than any other. Power is one of the few structures that can cut a line through that chaos. If wielded well, that line will mean stability, order, a comfort against the unknowable, changing forces of chaos. If wielded poorly, the line will mean domination, terror, different from chaos, but no better.
Dallas, and the others like her, Alexander, the Mother Tree, the Prince of Shadows, they are little better than demons, really. They seek power at the expense of others, not to create stability, but to create servants. Look at my face, Godwoken. What do you see? I suppose we all see what we want to see. When I look in the mirror, I see balance. Balance between darkness and light, between good and evil, whatever those categories mean. When the time comes for you to ascend, remember my face. Remember that despite any shortcomings you might have, if you can bring a semblance of balance to the world, you'll have done as good as the Seven did. And if you can be stronger than them, you'll do all the better. The Seven are gone, slain by their Godwoken, slain by you. You have the potential, the obligation even, to do better than they did, to create a better world than the world they made. Very good. Then it's time we touch down in Arx and take back what Dallas stole. Shall we go? Very good. How lucky for you I'm on your side. I'm probably the only one masterful enough to transport an entire ship safely between the land of the dead and the land of the living. Captain Malady stands at the ready. After the briefest moment of respite, Malady brought the Godwoken to Arx to recover the divine powers Dallas had snatched away. But the half-demon's secret was taking its toll on her. Lucius! Fools! The bastard's going to ruin everything! Brace! 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 Interesting. Don't say anything. Malady groans, her face twisting in pain. She falls to one knee, catching herself on her hands. She raises one hand and raises herself to her feet. No need to fuss, I'll be fine. It's just that traveling between the realms isn't easy, you know? It takes something from my soul each time. But never you fear, I've pulled a clever trick out of my sleeve. The Lady Vengeance stands in two realms at once. Her body here, her soul in the Hall of Echoes. You can... At least I got us where we wanted to go. This is Arx. This is where Dallas has fled with the powers of the gods. This is where the path to divinity leads. Dallas must be stopped. She has stolen the powers of the Seven. You'll need to get the Aetherin back if you're to fight the God King. You'll need it if you're to ascend. Track her in Arx. Find out where she's gone and end her. Take back the Aetherin and the powers of the gods with it. You cannot fail, Godwoken. Not for anything. Hey, Chief. Before we get a move on, I'd like a word with Malady. You mind? Psst. Hey, Mals. I'm not, feeling so hot. I should think not. The demon is getting closer to himself. You'll meet him in Arx soon enough, and if you meet him like this, it's bye-bye Losa. We won't let that happen, will we? I've got a little something cooking. There's power in names, after all. And we know exactly who Adramalik is. Don't worry. I'll find you before it's too late. Demon's honor. Oh, Quercus. She might have been a butchered tree, but she still made a noble home.
And now our nest is gone. We cannot hide in their barren hall of echoes. We cannot idly wait for fate to take us. Solora looks up to you, then back to Quercus. His whiskers twitch. We must fight! Onward, Quercus! Onward, shield! Until the... Oh! Gareth massages his forehead and grunts. Ugh. Why does everything have to go to absolute shite? Glad to see you're still kicking at least. Though I should warn you, Arx kicks back. Gareth scans the wreckage and whistles. The Lady Vengeance is well and truly ruined. He stretches an arm in front of him and takes inventory of every scrape, cut, and bruise. As good as I'm gonna get. Godwoken, it may be Lucian's day, but Arx will give you little cause to celebrate. I must stay here, but I can give you this. Through it, Lucian may still protect you. I'll do what I do best. Hold things together. Those that remain still need a chief, so I'll attend to whatever needs attending to. I have no more surprises up my sleeve. I dare say you've had enough. Old habits, my friend. Сейчас бы цепляться за Люциана, и мы-то знаем, кто он такой. Это еще крыса и убийца. I pursued my guiding star. I had no idea it would lead me so astray. But it's still the only star I knew to follow in the darkness. Yet perhaps... Gareth smiles at you. You see in him something he's lacked of late. Hope. Кажется, у него 8000 хп. Гарета. Нормально. It's a city at a crossroads. Volumes could be written about a single conflict. Yet Arx endures an infinitude at once. It's from Arx that the Divine Order operates, so to speak. Though you'll find its operations are as scattered as dandelion seeds in a cyclone. With both factions at odds, sorcery is not a pervading concern. Do not, however, assume that every paladin offers safe haven. The enemy of your enemy is not always a friend. Were I wearing your boots, I'd seek out Ahu, the Lord Protector, and the Keeper of Lucian's Crypt. He is a wise one, and may offer you help. Ahu is Lucian's greatest asset, a great wizard, and clever as a cat. He protects Lucian's remains deep within the Arx Cathedral, and I can think of no one better suited for it. He's a man of many talents, not the least of which is knowing. Ahu spots details that elude even the savviest of spies. If the hammer has fallen in Arx, he'll have taken notice. Gareth grasps your shoulder as you turn to go. You've done much for me. It's a miracle I even stand here now, frankly. You've got more miracles in you, Fane. With you, what was impossible seems possible again. The statue reaches toward the sky, as though preparing to take flight. The bottom drops out from within you. She lifts you up, up, up. Так, это у нас корабль, да, здесь? Госпожа Мисс чуть разбит. Там туман смерти. Окей, а в чертогах эхо что находится? Так, тут у нас одна торговка осталась, а где остальные? Our arrival here was... I'm still eternally grateful for all you've done for me, of course. In fact, here, take this. I suspect you'll find use for it soon enough. Oh, hush now. I gave you my word, didn't I? This place? No. Arx is clogged with Divine Order lackeys, from what I understand. It's not the sort of town where a girl like me could let her hair down, unfortunately. Так, нам нужен Таркин.
А Таркин у нас куда-то улизнул, да? Ну ладно, пойдем. Вот он, 4-й акт. Вся карта, в принципе, открыта сразу. И идем куда хотим. А, вот Таркин. Not the finest of landings, though I suppose our dear vessel did well enough, given it's not exactly in its natural habitat. At least I can still access all of my tools in the Hall of Echoes. I wouldn't relish the prospect of scouring through all this wreckage to find what I need. Why work, of course? Anathema won't restore itself, I dare say. I shall finish what I started, aboard whatever remains of us in the Hall of Echoes. Так, где там эта особенная каска должна быть? Даже это неплохо на самом деле. Вот это вот для Лоуса надо купить. Это даже и для Фейна было бы хорошо. Ну а посмотрим, насколько лучше для Лоуса. Невосприимчивость к очарованию, ужас. Или может Фейну все-таки купить? А давай Фейну купим. Пока такую каску, хотя, если честно, я думаю, что я там поинтереснее найду что-нибудь в самом городе. А есть что из кинжалов 18 уровня? Что-то, к сожалению, ничего такого не вижу. О, надо исследовать, что есть. Ловкость, мастерство хода. Ну, кстати, вот этот нагрудник, если его прокачать, он был бы даже неплохо, на самом деле. Хотя там крит урон очень высокий. Тут что? 4 восприятия. Ого, вот это, кстати, это неплохо. Сапожки-то действительно хорошие. Это мне не надо. Come and find me later in the Hall of Echoes. I believe I'm rather close to having enough. Так, он уже анафему, да, почти собрал? И шанс крит удара будет 76. Офигенно. Еще вот эту одеть. Или ее все-таки Фейну одеть? Ловкость Фейна, дело искусство убийства. Но по факту и то же самое. Только тут и резисты даются. И побольше броня. Ну а так то же самое. Это продать, это продать. Три сила. Эх, был бы я бы силачом. Можно было бы это оставить, а так это мне не надо. Могу ли я это продать? I'm growing soft, aren't I? Not the finest of landings, though I suppose our dear vessel did well enough, given it's not exactly in its natural habitat. Продаем. Продаем. Это тоже.
10 тысяч At least I изиманий. can come and find me later in the... Чё, двигаемся тогда в сторону Аркса. Когда у нас там? Скоро 19 уровень уже будет. Ну как скоро? 50% равно. Ну, я думаю, сейчас быстро прокачаемся. Да, славно, согласен. О. Елочка. The big acorn has come. The prophecy has been fulfilled. Did you feel its power as it fell from the sky? Marcus, do you think they recognized us? No, you're right. I could be any squirrel. There, in the harbor. The Kraken. Whoa. Never make friends. Там сражения идут. Lucian the Divine, standing guard over Arx. He's been slacking off by the looks of things. Да, уж действительно халтурит. A child's prayer left here. Dear Lucien, ask Mummy to stop crying. More two legs. Why must you crowd our woods? Go be with your own kind. Окей, Линь. Трогать я тебя не буду. Death fog below. Туман смерти. You see the crash? The ship? Are they void woken? Нет. Thank the gods. There are void woken within the city. I fear they are outside it too. But it seems Lucien's spirit watches over us. Do as we do. Stay far away from Arx until the trouble's clear. Да, никуда она не денется. О. Кто тут? Тут какие-то враги просто отмечались на карте. Вопросы, как мне к ним попасть? Кто там есть? Кто тут? А, там исчадие 20 уровня, нифига себе. Careful now. That's a trap. Фейнтес может сражаться. О, 20 уровень, капец. I've spotted a trap. Careful. I've spotted a trap. Цепитесь. Фейн, не иди обратно. Look out. I see a trap nearby. Кто там? Лойк безупречный? Сколько у него хп? 9000.
Мне кажется, тут будет очень сложный и интересный файт. Он будет реально сложный. Вот это, кстати, будет... Действительно будет сложный файт. Кого бы только убить. Придется с чего-то мелкого начинать, судя по всему. Наконец, с этого. Что, начинаем? Не знаю только, насколько это хорошо. Блин, у меня же истока там не хватает. Ну ладно. Так, мне нужно, чтобы Фейн сходил. До кого-то тянется Фейн? Туда-то тянется, интересно? Да, вот этого чувака. Ой, так он не рано сейчас сходит. Плохо дело. $37 000 XP дают. 2% сразу. Да, с такими чувачками, кстати, воевать это не так уж и просто. Наверное, Фейна как-то забафнуть. А то я его там подставил очень фигово. Дать ему ускорение на следующий год. Наверное, ясность ума еще дать. Не, воодушевление не дотянется. И главное, чтобы он пережил следующий ход. А, частота разума на себя. Окей. Ходим вниз. Че будет Фейна бить? Очень больно. Действительно очень больно. Исток? Это плохо. Claim your death right, Fane. Forever, Fane. You can live forever with us. Что за механизм? 6000 хп у механизма. И сначала магов надо убить. Ага, мистер Магу за спину не зайти, да, так? Ладно, кидаем тебя сюда. А теперь пробуем делать тебе прокаст в спину. $9000 хп. Хо-хо. Вообще неплохо. $9000 хп это много. Даже с попытками моими. Но я его оглушу потом. А Лоуса давай подождет. И на 2 хода подряд. А Фейн же сейчас не убьет, слушай. Фейн не сможет убить его. Еще 3000 урона надо.
Наверное, лучше курица надо было его сделать. Не надо уйти в сторонку. И уйти в инвиз. Давай в туман смерти. А, он его исцеляет? Нифига себе там. Нифига себе там отхил. Да, отхил-то действительно здоровский. Вопрос, сможет ли Лоуса за проказ сейчас только нанести? Но мне кажется, что не сможет. Если только я его глухану, прибежит Фейн, добьет и убежит. Но попытка убежать у него не факт, что получится. Вот в чем дело. Жалко, что... А, погоди, у меня же есть исток на этот, на следующий ход. Точно, точно, точно. У меня же есть вот этот скилл. У меня ясность ума, и у меня воодушевление. Там сейчас такой overpower должен быть урон. Куда-нибудь сюда вот. Урон действительно был неплохой. Так, этого чудика надо как-то добивать по-быстрому. Давай, обычная автоатака. Сколько? Получится ли убить, интересно? Мне кажется, нет. Сколько там? Там чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть урона не хватает. Ладно, тогда его сбиваем с ног. Фейн добьет. Сейчас Фейн его добьет и быстро отступит. 187 тысяч опыта. Неплохо, слушай, неплохо. Вот теперь надо отступить по-быстрому. Или принять бой с этими. Тогда нужно уклонение бафать. Ну, блин, хотя я могу ведь умереть. И у меня же есть ресы. Как минимум Фейн может раза 3, наверное, сдохнуть. Как лучше сделать? А просто атакуем. Ого, 1800. Ну, числосы, наверное, бьют. Лосы воскресится. А порчу еще наложили.
Да, вот это ей дамаг, конечно, отвесили. Так, ладно, давай убиваем этого. Если что, мы воюем с противниками на 2 уровня выше меня, с шмотками уровнем ниже. То, что я тут умираю, это вообще не страшно. Правда, я не думаю, что меня это спасет. Нужен адреналин. Так, что с вот этим? У него недвижимость. В смысле, недвижимость. Не может быть для телепортации не может быть выбран. Не знаю, что с ним такого сделать. Может быть, оглушить просто. Оглушиться? Оглушиться. Хорошо. Как к нему там за спину встать? Я не вижу из-за тумана смерти. Спину это удары или нет? Ладно, так забьем. Ой, он же сейчас будет ходить. Полежи-ка еще. Сейчас, правда, там волосы сгорит. Волосы не гори. Все, только не иди за мной, а то ты пойдешь в туман смерти и сдохнешь. Ой, Сирлой раздох. Но то, что Сирлой раздох, я вообще не удивлен. Это тот шил. Вон он бегает. Все, теперь мы знаем, что Сирлора у нас сдох окончательно. Но не окончательно. Тут было бы сложно сделать, чтобы он выжил с таким количеством тумана смерти, где я должен был двигаться. Слушай, неплохо, даже такой файт мы затащили. Сколько мы тут? 25% качали на этом файте. Сейчас жесть. Ладно, сохранимся. Клауса, не иди за мной туда. Ты там сдохнешь. Careful. I've spotted a trap. А, вообще пофиг. Да, то есть Мак броню сбила. Но это не страшно. Где там этот логик Separation Tone такой еще? Могучая руна. Метеоритный дождь. Какой-то прикольный топор. Воля лойка. 20 уровень. Смотри-ка, 3 интеллект, 3 память, 2 пирокинетика. Прикольно, слушай. Арбалет тоже какой-то интересный. Должен быть. Ай, смотри, я же отсюда, наверное, могу ее туда блинкануться, да? Или нет? А, сюда нельзя, это все, конец карты. Это вот то, что около Аркса, да? А вот сам Аркс.
Люша, он божественный. Ну что, можно спускаться вниз, этих мы тут убили? Так, ладно, идем дальше. Да, конечно, вкачал я там на них. Очень здорово. Какаска, смотри. Толком-то не скрывает лицо Фейна. Ну ладно, будем считать, что Фейн это магией прикрывает свое лицо. Да, все в тумане смерти. Pilgrims, probably here for Lucian's Day. Excuse me, have you word from the city? I heard the paladins inside have overthrown the magisters. How can that be? And if it is, who's in charge of Fort Joy? My brother's just been sent there. I don't understand it. There's a prison here and I just need to plead his case. To Dallas herself, if I'm able. Or to whoever's in charge now. He's a sweet lad. He doesn't belong there. But I'll sort it out, that's for certain. I don't know. Maybe the paladins have finally had enough of this clampdown. The magisters will just go and lock up anybody. That wasn't Lucian's way, was it? I came all the way from Driftwood, but I never expected to get stuck like this. Another card? А так хорошо, что она из дрифта туда успела уйти до того, как я геноцид устроил. Lucian, I pray thee absolve my sins and find me worthy. The time of reckoning is upon us. The hall awaits only the chosen. May the death fog cleanse me as it cleanses the land and waters. She shoots you a frenzied glance. He has told me his plan. Lucian will not wash our sins away with water or fire, but with death fog. The true faithful will bathe in the fog of their own accord. It spreads even now, just below. She trails off, and her eyes flit up. Another card? О, Jehan strokes his chin as he surveys the pilgrim camp. He notes a bit of a choppy re-entry, wasn't it? Sorry I couldn't be there to greet you, but time is limited. The doctor will know of the crash soon enough. He swings a backpack over his shoulder. It's filled to the brim with potions, grenades. Sadly, these pilgrims have no useful news. So, off to the city I go. Time to rid it of its demon. Perhaps. But I'm determined to press ahead. I've my own battles to wage. And you... well, Divinity eludes you still. But I've the feeling it won't elude you much longer. Think about what it means to become a god. Do good. Два восприятия, военное дело. Another card? Hopefully Lucian will grant me his blessing. No, I'm holding. Keep strong. Me too. Lucian will preserve you. Так, это 4 дает восприятие. Где там 2? Вот это, кстати, Лоуса может дать. А, нет. Это 17 уровень. No, I'm holding. I feel awful. Me too. Тогда не дам. Hopefully Lucian will grant me his blessing. Keep strong. Lucian will preserve you. Another card? Ну, не знаю, что-то у него какие-то... А, вот 18 уровень, да? I feel
I'm the last merchant till inside the city gates. Get what you need, or you'll Немота, regret ВИЧ, it. истощение. Keep strong. Ловкость, немножко здоровья. I pledge my life, Another card? Lucian. Please return. No, I'm holding. Блин, не то, не сё. Me too. Что-то какие-то... A firm handshake, and he's off. Ну иди в путь. So the hunt Best to stock up. commences once Жалко, more. что у него не было шмоток интересных для May the меня. seven be on our side. I feel awful. Ah, hello. Please, if you're in need of supplies, now's the time to... You'll have to forgive my limited stock. The incident in the harbour was... Well, I was lucky to escape void woken. I was taking inventory of the stock I brought to sell in Arks when the harbour was suddenly overrun. It was horrible. Though I did see one little girl all by herself just beyond the harbour. Poor thing. She was too far off for me to help. She's surely dead by now. I hope it was... She was human. Light skin and fair hair, with a blue flower tucked behind one ear. But her eyes... I didn't know humans could have such dark eyes. They seemed almost pure black. A trick of the light, perhaps. And it wasn't the time to linger for another look. A pleasure doing business. Even now. Please I return. feel awful. Hopefully Lucian will grant me his blessing. Ну да, выбор у тебя действительно Lucian will невелик. preserve you. Another card? No, I'm holding. Блин, у меня вообще истока нету. Me too. Тоже торговка. Oh, pure divine, who fills the seas and blesses the soil. Welcome. Или тут гном торгует. I can't believe that I made it all the way here just to get locked out of Arks. Never missed a Lucian's day. You'll see why I'm sore. If you get to hear the endless prayer. Lucian? Нет, ничего. Моя твоя не понимать. Someone left a prayer here. Oh, Lucian, bless my sickly child. Ну пойдемте. Что тут есть? Вот тут противники. Кто? Лапушка. Пироклык. Ну что, я жажду битвы. Кто там еще из противников? Изгнанник Берсерк. Ну они противники мне. Их не так уж и мало. А я смогу сюда попасть? Нет? Надо отойти. Только если вот сюда. Кстати, ведь почти спалили.
Так, Лоста первый, да, тут ходит? Так, у него за управлением медведь. Вторая половина огненное клеймо. Наносит дополнительный урон огнем. Персонаж передает 100% восстановления. Окей. Так, мне нужно, чтобы еще Фейн ворвался в файт тоже. Поступаем более хитрым, потому что у меня истока нету. Вот так вот. Когда там ход Фейна? Ой, так долго. Но там потом зато 2 будет подряд. Окей. Так. Так. Добьем ли? Ну, если залпом, наверное, добьем. Так, у Мишки ярость зато появилась. Это очень плохо, что у Мишки ярость. Фейну вот это. А сами уйдем в инвиз. Мишка в ярости сейчас не будет больно делать. О, метка! Ё-моё, это очень плохо. Прощай мои уклонения. Чуть-чуть не запалил Лоуса, кстати. Воскрешение. Фейн избегает смерти. Но он не резнулся с фулл хп. Или потому что он еще не подох. Как это точно понять? Так, мне, по-моему, надо убить пепельное крыло, иначе он будет резать всех, да? Блин, ну в таком случае опять повторный кто-то убивает сейчас. Кто там будет следующий ходить? Вот это, да, женщина и будет ходить сейчас. Как не за спину-то зайти? Даже за спину я не зайти. Могу крыться и сделать стон. Так, эту штуку Лоуса убьет. Надо наверх тогда подняться. Или они или питомцы их могут воскрешать. Или только эту штуку воскрешает. Видишь, я не знаю их скиллов, это проблема. К тому же я и не могу двигаться еще, да? Могу дать блиц-атаку попробовать. Вот почти встал за спину. Если я уйду в инвиз, меня убьет следующим ходом регенерация. Не варик. Или не убьет. А, нет, уже не убьет. А, меня все равно видно.
За регенерация. Точно. Опять я поступил очень тупо. Так, там это скоро ходит. Не знаю, что лучше сделать. Пробовать броню снять может. Там все равно Фейн будет ходить после смерти сейчас своей. Или нет? Что-то, по-моему, тут Габелла. Не, давай загрузимся. Что-то я как-то на них очень расслабленно пошел, а они на самом деле не такие простые. Они сильные, чуваки. Да, без истока, конечно, тяжелее. Исток дает много. Действительно очень много. Так, ладно. Давай, как там, что делали? Так, и что, вырываемся в файт, как обычно. На бегу. Сначала сюда. Потом на уровень повыше, если получится. Не даже получается. Кто там ходит? Вот эта, да, штука ходит. Ну ладно, ее пока не боимся. Убиваем вот эту, потому что она может резнуть. А это плохо, что она умеет резать. А когда она успела каменную броню на себя бафнуть? Хорошо, проздам. Я ведь не дотянусь до нее. Жалко, конечно. Была бы дальнозоркость, я бы дотянулся. А пока только так. Ладно. Кстати, в Инвист, наверное, уйдем. Потом. Давай Фейну дадим ускорение. Шмальнем в эту. Или в мишку шмальнуть. Уходим в Инвиз. Так, Фейн попробует забрать эту. За спину пока можем к ней зайти. Убиваем ее и тоже смотаемся в инвиз. Их вообще нельзя танковать на самом деле. Я уже понял. — 99. Ну, должен попасть ведь. Так, надо спрятаться в инвизе.
куда-нибудь сюда вот. Ой, я там что-то нашел. Тайник какой-то. Переждем. Переждем. Отлично. Так, дальше ходит вот эта дрянь, да? Идем к ней за спину. Жалко, что я не смогу ее пробить. Блин, надо было пешком подниматься, я ошибку сделал. Тогда ладно. Тогда делаем так вот. Так, и убиваем ее, пока она не успела сходить. Даем себе ясность ума, чистоту разума и начинаем аннигиляцию. Теперь стоит поковырять ее. Причем нужно бы ее оглушить. По-хорошему. Бум. Хорошо. Волки сюда не поднимутся. Надеюсь на это. Объем стан. Ждем. Мишка ведь ничего не сделает нам. Что? Найс анимация. Он меня положил в нокдаун с автоатаки. Как Мишка вот здесь поднимается? Я, конечно, понимаю, что медведи лазают по таким штукам, но так хотя бы анимацию нарисовали. Так, я должен ее убить. Отлично. Там Фейна надо спасать, ему сейчас больно будет очень. Не дотягиваюсь до Фейна. Это очень плохо. И никак не дотянуться вроде как. Сейчас ему Мишка-то там набьет лицо. Надо вообще туда идти самому. Фейн. Да как далеко? Это вот максимально, что я могу. Ладно, тогда давай волка отодвинем, что ли? Может быть, Мишка и переживет, но волка нет. Ничего себе, он несется.
Не бей. Не бей, я же тебя переживу сейчас. Ну вот. Че, Мишка, все? Пришла месть. Пришла болезненная смерть. А никак не подойти тут? Ну ладно, не подойти, так не подойти. Что можно бафнуть Лоуса, если она не сможет убить? Нет, она сможет убить. Минус идол. Так-то не страшно, конечно. Можно было не потерять его, если я бы знал, что на меня стан так залетит мощно. Но я не знал. Стан вещь страшная. Почти, кстати, левелап. 84%. О! Тупая лопата. Там сейчас копать можно, что там? В этом томе хронист Крендли рассказывает о восхождении семерых великих богов, тех планах бытия, где властвовал исток и родилось на свет стихийные божества родились. Скоро мелкие боги начали враждовать между собой, так что они создали смерть, которые питали их истоком. Прошло время, и мириады мелких богов слились в великие божества по одному на каждый из смертных народов. Это и есть Семера. Так, там еще бабулька он. Со своим маслом. Так, лапушка, мы же тебя залутали? Нет, нет, вроде. Лапушка силен. Звездная травка. Печь. Я хочу, кстати, кое-что проверить. Что если засунуть сюда вот это? Печь. И какой-нибудь источник нефти. Есть нефть? Блин, у меня еще куча всяких классных гранат. Но фишка в том, что умереть и потерять идол лучше, чем и дешевле, наверное, чем гранаты эти кидать. Так вот и получается играть у нас. Ладно, по-моему, здесь у нас это. Ничего не получится. Так. Ой, тут все горит, все пылает. Что тут? Давай. Ладно, давай тогда на этом заканчиваем, а то у нас овер какая-то долгая серия получается. Целых 2 часа.
И продолжим двигаться в сторону Аркса уже в следующей серии. ББ тогда, пока-пока-пока. Увидимся в следующей серии.